Здравствуй, зритель канала Амурский огород! Сегодня мы представим твоему вниманию ролик о том, как вырастить укроп на подоконнике. Казалось бы, даже у неопытных огородников не должно возникать вопросов, как вырастить укроп дома, ведь нужно всего лишь посеять семена в горшок с землей и не забывать поливать всходы, убирая сорняки. Но на деле вместо ожидаемых густых зарослей могут возникнуть всякие разные сорняки, и вырасти не то, что нужно. В чем же секрет? Как посадить укроп дома и получить зелень не хуже той, что круглый год продается на рынке? Ну, сейчас мы, собственно, тебе и расскажем, как из вот этого вырастить вот такие вот красивые кусты укропа. Итак, чтобы вырастить укроп в домашних условиях, тебе потребуются семена урожайного неприхотливого сорта укропа. Вот они. Грунт, предназначенный для комнатных растений. Вот он у нас грунт. Также плодородная садовая земля и подходящие емкости. Это горшки, либо какие-то контейнеры. Ну, мы взяли вот такой обычный цветочный горшок. Также нужны люминесцентные лампы и комплексные минеральные удобрения. Ну, что хочу сказать, что для выращивания на подоконнике подходят также и другие сорта укропа, не только тот, который мы взяли. Ну, например, можно воспользоваться раннеспелым гренадером, среднеспелый ришелье с синевато-зелеными такими пахучими листьями. Также позднеспелый кибрай, у него красивые широкие листья, очень вкусный аромат. Культивируют огородники в домашних условиях и южные сорта, которые обладают более пряным вкусом, но отличаются большей привередливостью, их сложнее выращивать конкретно дома на подоконнике. Поэтому вот мой вам совет взять все-таки то, что попроще. По крайней мере, мы так всегда делаем. На огороде укроп способен расти практически на любой почве, но вот успешное выращивание укропа в домашних условиях возможно только в плодородной почвенной смеси. Ее необходимо подготовить заранее. Для этого еще с осени нужно было заготовить рыхлую садовую землю и смешать ее перед посевом с купленным нейтральным грунтом для комнатных растений, тот, который я вам показывала. Емкость для посевов нужно подобрать достаточного размера, чтобы укропу было не тесно, но и не слишком большую емкость. То есть все зависит от того, сколько укропа вы хотите посеять. И самое главное, не забудьте о дренажном слое на дне емкости. На самом деле в семенах укропа очень большое количество масла, и поэтому они довольно долго прорастают. Вот если взять их вот в таком виде, то все будет очень долго, муторно и так далее. Поэтому перед посевом лучше всего замочить их на 20 часов в теплой воде. Либо другой вариант, можно поместить их в теплую воду на 2 суток и каждые 6 часов менять на свежую воду. Ну, мы на самом деле замочили вот эти семена всего на 2 часа в воде. Ну и теперь предлагаю, собственно, приступить к тому, ради чего мы все сегодня здесь собрались. Посеять, наконец, укроп. Выкладываем наш подготовленный грунт. Напомню, что мы смешивали здесь 2 вида почвы. Выкладываем, все нужно аккуратненько разрыхлить, не придавливаем, чтобы нашему укропу было комфортно расти. Вот. На самом деле садить укроп не так сложно. Главное, чтобы потом он не издох, как это часто бывает. Вот у одного моего знакомого укроп умирает всегда. Итак, вот мы нужное количество земли сюда насыпали, нашего грунта. Теперь его нужно обязательно увлажнить водичкой из пульверизатора. Водичка обычная, без добавления чего-либо. Итак, увлажнили. Теперь нужно здесь сделать бороздки. Ну, их нужно сделать не слишком глубокие, но и не слишком поверхностные. Примерно до сантиметра в глубину. Делаем бороздки, в которые сейчас будем засеивать наш укроп. Укроп чем хорош, его можно сеять прямо на поверхность грунта. Никакого особого супер ухода не требует. И даже очень неопытные огородники могут его посеять.
Ну, хотя, конечно, есть тяжелые случаи, когда даже укроп не растет. Но это очень редкое исключение. Вот мы сделали наши бороздки, у нас получилось их 3. Их нужно снова увлажнить. Ну, снова делаем это пульверизатором, потому что это очень удобно. Ничего лишнего мы не нальем. Вот так, аккуратненько. И теперь засыпаем наши семена. Сыпем. Можно сыпать немножко больше, потому что потом, когда укроп у нас взойдет, при необходимости его можно будет чуть-чуть проредить, чтобы он лучше рос. Итак, вот мы все засыпали. Сверху семена нужно присыпать сухой землей с краев канавок. Благодаря этому на поверхности почвы не будет никакой там плотной корки и так далее. А все будет очень аккуратненько, и всходы у нас быстро появятся. Поэтому мы вот так вот немножко присыпаем аккуратненько. Оп. Так, берем. Не слишком глубоко, напомню, как вот мы делали канавки, не глубокие. Вот так. Можно дополнительно взять земли, сухой обязательно. И наши будущие всходы засыпать. Так. Так, вот, все засыпали. Теперь нужно сходить за целлофаном, потому что я его забыла сразу взять. А целлофан нам нужен, чтобы накрыть сверху наш горшочек с будущими большими кустами укропа. Итак, нашу готовую формочку накрываем целлофаном. Можно вот так вот ее накрыть целлофаном, чтобы не было плотной корки. И у нас быстро появились всходы. Можно целлофан заменить банкой, вот так сверху просто поставить. И на неделю вот этот вот наш горшочек убираем в темное место с температурой около, ну, примерно плюс 20 градусов. Что хочу сказать, что выращивая укроп дома, прежде всего нужно помнить о том, что это растение очень любит свет. Поэтому поставить посевы нужно на светлый подоконник. А вот в зимнее время нужно обеспечить укропу дополнительное подсвечивание. Помните, я говорила, что нужны люминесцентные лампы. Так вот, лампы дневного света нужно установить примерно на высоте 50 сантиметров над растениями. На подоконнике достаточно включать лампы, ну, по утрам часов так на 4-5. Если же горшки с укропом стоят в глубине комнаты, то досвечивание должно длиться не менее 15 часов. Иначе ничего у вас не вырастет. И, на самом деле мы первые разы так не делали, и ничего у нас не росло. Теперь все растет. Ну, в общем-то, все. Садите укроп и получайте достойный урожай. Надеемся, что у вас все получится. Да и у нас тоже, надеюсь, все вырастет. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и оставлять свои комментарии.